8 мужчин, 3 почти свадьбы, 0 объяснений, и каждый раз одни и те же удаленные фотографии, молча, без единого слова. Это не сюжет сериала. Это реальная жизнь Ханде Эрчел, и местами она круче любого сценария. Миллионы людей влюбились в Ханде Эрчел через экран. Эда, Селин, Хаят, героини, которые страдали, целовались под дождем, уходили и возвращались. Мы плакали вместе с ними, а потом закрывали сериал и лезли в интернет с одним вопросом: а кто рядом с ней в настоящей жизни? И вот что мы выясним за следующие 20 минут. Будет тайный роман, о котором узнали только когда он уже закончился. Будет наследник одной из богатейших династий Турции. Будет экранная любовь, ставшая настоящей, та самая, за которой следила половина планеты. Будет мужчина, который держал ее за руку, когда умерла ее мама. И будет один вопрос, на который она не ответила ни разу. А еще были те, кого ей приписывали зрители, но кто никогда не был рядом. О них в самом конце. Не переключайтесь, там вас ждет неожиданный поворот. И сразу вопрос к вам: за каким из ее романов следили лично вы? Пишите имя в комментариях, интересно, кого здесь больше. А теперь с самого начала. Представьте, осень 2015 года. Ханде только-только становится узнаваемой. С 2015 по 2016 год она играет Селин Йылмаз в молодежном сериале «Дочери Гюнеш» на канале Канал Ди. Именно эта роль стала ее прорывом, первым именем, которое зрители начали гуглить. И тут турецкие таблоиды выдают: у нее был роман с актером Бураком Сердаром Шаналом. Была. Именно так в прошедшем времени. Публика узнала о любви уже после того, как она закончилась. Ни совместных фото, ни интервью, ни «мы счастливы». Только пара строк в газетах и одна оброненная Ханде фраза про Стамбул, который сначала подарил любовь, а потом забрал. И все. Ни даты начала, ни причины разрыва, ни одного нормального комментария. Знаете, что самое странное? Именно эта недосказанность зацепила людей сильнее, чем любой громкий роман. Когда тебе не дают ответов, ты начинаешь придумывать их сам. И вот тут запомните это ощущение, потому что оно повторится еще 7 раз. Молчание станет ее фирменным стилем, но следующую историю спрятать уже не получилось. Экин Мерт Даймаз. 3-е место на конкурсе Best Model, а в Торке начинающий актер, парень, который оказался рядом с Ханде примерно в то же время, в 2015. И вот тут уже все по-настоящему. Они появляются вместе, их фотографируют, они не прячутся. А потом осень 2016. Расставание. И причина, которую обсасывали все турецкие таблоиды – ревность. Якобы Экин не выдержал романтических сцен Ханде с Бураком Денизом на съемках сериала «Любовь не понимает слов». Знаете, те самые сцены, где два красивых человека смотрят друг другу в глаза и целуются по сценарию. Пресса писала, что одна конкретная сцена стала последней каплей. Справедливости ради, ни Ханде, ни Экин потом не сказали прямо. Да, дело было в этом. Это была газетная версия, но очень живучая. А дальше, декабрь 2016-го. Не прошло и 3 месяцев. Они снова вместе. Журналисты ловят их на выходе, спрашивают, и оба улыбаются. Помирились, все отлично, мы счастливы. Казалось бы, ну вот, кризис преодолели, но нет. В 2017-м все закончилось окончательно. Почему они не рассказали? И честно говоря, это их право. Экин стал первым мужчиной, которого Ханде не просто приписали. Он был рядом, реально, публично, с ссорами, с примирениями, с попытками спасти то, что трещит.
Но то, что началось после, затмило все. Мурат Далкылыч, один из самых известных голосов турецкой поп-сцены, певец и автор песен с большой аудиторией по всей стране. Конец 2017-го. Они не кричали о любви на каждом углу, но и не прятались. Появлялись вместе, ходили на мероприятия друг друга, постепенно становились той самой парой, про которую говорят: ну, эти двое, серьезно? А потом 2018 год ударил по ним. В прессе поползли слухи об измене Мурата. Гадкие, липкие слухи. Ханде их опровергла и объяснила кое-что важное. В тот период ее мать была тяжело больна. Ей нужно было быть семьей, не устраивать публичный цирк из-за расставания, не кормить таблоиды версией про измену. Ей нужно было просто быть рядом с мамой. И здесь нужно остановиться, потому что мама для Ханде – это не фон этой истории, это ее центр. Айлин Эрчел была рядом с дочерью на самом старте карьеры, в те годы, когда Ханде только становилась известной, и когда болезнь начала забирать маму, вся публичная жизнь для Ханде отошла на второй план. В январе 2019-го Айлин Эрчел не стало. Ханде потеряла маму. И в этот момент тот, кого пресса уже почти похоронила как бывшего, вернулся. Не для прессы, не для фотографий, просто был рядом. Они снова начали появляться вместе, переехали в новый дом. Поклонники уже ждали кольцо, помолвку, свадьбу. Казалось, что вот-вот, что после всего пережитого они заслужили этот финал. Лето 2020-го. Ханде пишет, что они расстались. Без скандала, без взаимных обвинений. Она сказала одну вещь, которая до сих пор звучит у меня в голове. Мурат был рядом в самые тяжелые дни. Не просто мужчиной, был другом, спутником. И она попросила: давайте уважать наше решение. Мы хотим остаться в хороших отношениях. Почти 3 года. С разрывом, с возвращением, с потерей, с поддержкой. Без помолвки. Без свадьбы. Но с настоящим. Как вам такой поступок? Вернуться к человеку в момент, когда ему хуже всего. Это любовь или дружба? Напишите, что думаете. И вот когда казалось, что Ханде возьмет паузу, появился новый поворот. Короткий, странный и связанный сразу с 2 мужчинами из ее прошлого. Между большими историями были и совсем короткие вспышки. Загорались и гасли за пару месяцев. Первая – Мехмет Динчерлер, предприниматель. 2017 год. Турецкая пресса выдала: Ханде встречается с Мехметом. И тут же добавила деталь, от которой у всех загорелись глаза. Мехмет дружил с Акином, называл его близким другом. То есть девушка встречается с лучшим другом своего бывшего. Ну, или почти лучшего. Вы понимаете, какой это подарок для таблоидов. Ханде на одном из мероприятий подтвердила: да, мы вместе, нам хорошо, скоро вы нас увидите. Не увидели. История сдулась за несколько месяцев. Ни громкого выхода, ни объяснений. Просто была и нет. Вторая вспышка случится позже, в 2022. Но давайте закроем тему коротких романов сразу. Каан Йылдырым. Они уже работали вместе. Сериал «Кольцо». Чисто профессиональные отношения. Но после того, как Ханде рассталась с Керемом Бюрсином, а об этом будет отдельная, самая громкая глава. Не переключайтесь, пресса заметила. Бывшие коллеги как-то подозрительно сблизились. Ханде вернулась из Италии. Журналисты в аэропорту: правда ли вы с Кааном? Она: давайте не сейчас, поговорим потом. Потом наступило быстро. Через пару дней она уже сказала: у меня все хорошо. Каан подтвердил: мне нравится то, что происходит. Они слетали в Лондон. Отдохнули в Мармарисе. Фотографии, где все понятно без слов.
А в августе 2022 они просто отписались друг от друга в соцсетях. Все. Ханде потом сказала: «В моей жизни сейчас никого нет. Каан останется другом». Несколько месяцев. Даже полугода не прошло. Но это было реально. Просто коротко. А теперь история, ради которой, возможно, вы вообще открыли это видео. Керем Бюрсин. «Постучись в мою дверь». Эда и Серкан. Пара, которая свела с ума полпланеты. Сериал показали более чем в 85 странах. Его рейтинг на IMDb 7,3, а героев обсуждали в соцсетях по всему миру. Испания, Италия, Латинская Америка, Ближний Восток. Люди учили турецкий, чтобы понимать их без субтитров. Писали фанфики. Делали разборы каждого взгляда на съемочной площадке. И все хотели одного, чтобы это было правдой. А Ханде и Керем говорили: «Мы друзья, коллеги, не более». Летом 2020-го, когда Ханде рассталась с Муратом, таблоиды тут же. А не Керем ли причина? Мурат вышел и сказал прямо: «Не связывайте мой разрыв с ним, не надо». И тогда действительно не было никаких доказательств, только химия в кадре. Только то, как они смотрели друг на друга в интервью. Только надежда миллионов. Весна 2021. Мальдивы. Они летят обратно. Аэропорт. Держатся за руки. Фотографии из отпуска вместе. Не по отдельности. Вместе. То, что 2 года было дружбой, внезапно стало очевидным для всех. Май 2021. Журналисты поздравляют Ханде. Она не отнекивается, улыбается, говорит спасибо, все очень хорошо. Потом объяснит: в начале съемок правда была только работа. А потом дружба переросла в нечто другое. Керем тоже перестал прятаться. Совместные фото, мероприятия, спокойные ответы на вопросы. Для зрителей это было больше, чем роман знаменитостей. Это было продолжение Эды и Серкана, только без сценария. Без режиссера. Настоящее. В соцсетях творилось безумие. Каждое их совместное фото собирало миллионы лайков, а фанаты объединялись под общими хэштегами и следили за каждым шагом пары так, будто это финальные серии их любимого сериала. Люди обсуждали свадьбу, мечтали о совместном проекте, ждали. Начало 2022. Ханде удаляет совместные фото. Отписывается. Керем делает то же самое. Причины? Загруженность. Разные графики. Невозможность быть рядом. Так писали. Но ни один из них не сел и не сказал: вот что случилось на самом деле. И именно поэтому фанаты до сих пор не отпустили. Каждый лайк, каждая случайная встреча на мероприятии и в комментариях взрыв. Они снова вместе. Нет. Ханде сказала: в моей жизни никого нет. Слухи о воссоединении не подтвердились ни разу. Роман был настоящим. Экранная любовь стала реальной. Но финал – это финал. Главный вопрос видео. Как думаете, Ханде и Керем еще сойдутся? Или это навсегда в прошлом? Я реально читаю комментарии, напишите свое мнение. А дальше начался союз, который длился почти 3 года и закончился так, что обсуждала вся Турция. Хакан Сабанджи. Конец 2022. Следующая фамилия в Турции значит больше, чем просто деньги. Она значит власть. Семья Сабанджи – одна из богатейших и самых влиятельных в стране. Их бизнес-империя, холдинг Сабанджи, работает в финансах, энергетике и промышленности, охватывает десятки компаний и десятки тысяч сотрудников. Для турка эта фамилия – символ большого капитала и большого имени. И когда рядом с Ханде появился Хакан,
роман мгновенно вышел за рамки светской хроники. Сначала она отрицала, потом их увидели вместе после Парижа, потом перестали отрицать. 3 года путешествий, совместные фото, мероприятия. Хакан говорит: «У нас все хорошо», Ханде улыбается. Но каждый их шаг сопровождался одним и тем же вопросом: когда свадьба? Познакомилась ли она с семьей? Готовится ли предложение? Ханде на вопросы о браке отвечала спокойно, без обещаний, без скоро-скоро, просто посмотрим. Весна и лето 2025-го в прессе начинают писать о расставании. Пара опровергает. Появляется вместе. Фото на месте. Хакан в мае говорит: «У нас все прекрасно». А потом конец августа 2025-го. Ханде удаляет фотографии. Все. Через несколько дней Хакан делает то же самое. 3 года. Молча. Без объяснений. Журналисты бросаются к Ханде. Она: «Я не буду это обсуждать». И закрылась. Уехала. Работа – Лондон, английский язык. Никаких интервью о личном. Но за этими 3 годами скрывалась целая подводная драма. Про мать Хакана, про слухи и про одну модель, которую пытались втянуть в эту историю. Арзу Сабанджи. Мать Хакана. На протяжении всех 3 лет пресса не могла понять, одобряет ли она Ханде. Любая ее философская фраза в Инстаграме разбиралась под микроскопом. Любое семейное фото, как доказательство, приняли или нет. Когда Ханде удалила фотографии, Арзу опубликовала что-то про невежество и гнев, и половина интернета решила: вот оно, послание свекровь не одобряла. Но доказательств, что эта фраза была про Ханде, не было никаких, ни одного. Сам Хакан вышел и сказал: «Наше решение не связано с семьей, никаких третьих лиц», и попросил не оскорблять его мать. В прессе всплывала версия про измену. Якобы некая модель по имени Джоселин Чу. Женщина публично ответила: «Я не имею к этому отношения, не втягивайте меня». Ханде молчала. Хакан сказал только: «Мы решили завершить, это было наше решение». Все остальное – домыслы. Красивые, драматичные, но не доказанные. А вы верите, что дело было в свекрови? Или это просто удобная версия для прессы? Напишите. А потом прошло несколько месяцев, и рядом с Ханде появился человек, которого не ждал вообще никто. Декабрь 2025-го. Аэропорт. Ханде возвращается из Лондона. Журналисты встречают и спрашивают в лоб: правда ли у вас роман с Онуром Гювенатомом? И вот что интересно. Онур не актер, не наследник миллиардов, продюсер, основатель компании OGM Pictures, человек, который делает сериалы, а не снимается в них. Это совсем новый тип мужчины в ее жизни. Впервые рядом человек не из мира камер и подиумов, а из-за кадра. Тот, кто эти истории создает. Ханде не сказала: «Он просто друг». Ну и не сказала: «Да, мы вместе». Она сказала: «Ситуация совсем новая, обсуждать пока нечего». А на вопрос: «Увидим ли мы их вместе?» ответила одним словом: «Кысмет». Судьба покажет. Ее сестру Гамзе спросили про Онура. Гамзе ответила: «Я с ним еще не знакома, но Ханде выглядит счастливой». Потом поползли слухи о предложении, о свадьбе, о совместных проектах. Ни Ханде, ни Онур ничего из этого не подтвердили. Весна 2026-го. Отдельные издания пишут, что они вместе за границей. Пара молчит. Не опровергает. Не подтверждает. Просто молчит. В мае случилась забавная история. Фото Ханде с мужчиной в аэропорту разлетелось как первый снимок с Онуром. А потом выяснилось, это ее парикмахер Яшар Эртем. И фото старое. Вот вам и сенсация. На начало августа
2026. Ни Ханде, ни Honor не говорили о расставании. Но и о помолвке, свадьбе, совместной жизни тоже ни слова. История пишется прямо сейчас, и Ханде, кажется, впервые за долгие годы не торопится рассказывать, чем она закончится. Теперь коротко о тех, кого Ханде приписывали, но кто никогда не был рядом. Толга Сарытаж, дочери Гюнеш. Их экранный роман Селин и Али был настолько убедительным, что зрители решили, они вместе и в жизни. Особенно когда у Ханде начались проблемы с Экином. Толга сказал прямо: «Мы не пара. Это ваши фантазии из-за наших персонажей. Точка». Бурак Дионис. Любовь не понимает слов. Хаят и Мурат. Потом совершенно другой. Химия на экране. Бешеная. Зрители хотели, чтобы это было правдой. Не было. Бурак фигурировал в истории Ханде только как причина ревности Экина, не как возлюбленный. Экранная химия – не доказательство любви. Иногда два человека просто хорошо делают свою работу. Знаете, что я заметил, собирая все это в одну историю? Ханде почти никогда не говорит о любви сразу. Бурак Шанал узнали, когда уже закончилось. Экин увидели вместе, потом расставание, потом примирение. Мехмед заговорила, когда слухи уже пошли. Керем, 2 года мы друзья, потом Мальдивы, потом да, все хорошо. Каан, давайте потом. Хакан, сначала отрицание, потом Париж, потом 3 года вместе. Анур, Кисмет. Каждый раз она как будто дает чувству время, не называет его. Не вешает ярлык, не позволяет прессе написать заголовок раньше, чем она сама поймет, что происходит. Может, после всех этих камер, после удаленных фотографий, после 3 лет под лупой у всей Турции, она просто научилась беречь то, что еще хрупкое. И может, это правильно. История Ханде – это не сплетни, это живая женщина, которая пытается любить под прицелом миллионов глаз. И у нее, как у всех, получается через раз. Что будет дальше с Онором, не знает никто. Может, Кисмет превратится в свадьбу. Может, через полгода мы увидим удаленные фотографии. А может, она просто наконец получит то, что ей нужно, без заголовков и разборов. А вы как думаете, заслужила она наконец спокойную любовь? И сойдется ли еще с Керемом? Напишите в комментариях, я прочитаю каждый. Если досмотрели до сюда, значит вам правда было интересно, и я вас понимаю. Поставьте лайк за Ханде, подпишитесь, и я расскажу вам первым, чем закончится эта история. Посмотрим.